С вами Хочу Торцов, и как вы уже поняли из вступления, сегодня вашему вниманию мы представляем обзор пулемета ПКМ от китайской компании АНК. Выполнен данный привод из металла и, соответственно, из пластика. Из пластика у нас приклад, пистолетная рукоятка и накладка на ручку для переноски. Также эта компания выпускает все эти детали в дереве. При желании можно будет очень просто это все перекинуть. Ну что хочется сказать, привод действительно массивный, большой и, что самое интересное, тяжелый. Для интереса, вес данного привода в неснаряженном состоянии составляет около 7 килограмм. Посмотрим, какой он будет по весу в снаряженном состоянии. Итак, чтобы вы поняли по размерам, вот Калашников от фирмы ЦУМа ЦМ040, обзор на который есть на нашем канале. Вот сами можете заметить, насколько ПКМ больше данного привода. Теперь также СВД от той же фирмы ЦУМа, обзор на который есть на нашем канале также. Как вы можете видеть, они практически идентичны по длине. И за исключением пламегасителя. У СВД немножко длиннее пламегаситель. А так по длине это та же СВД, но гораздо тяжелее. Так как привод у нас массивный, будем обозревать его частями, дабы не упустить все. В нем очень много всего интересного. Ствольная группа, назовем ее так. Пламегаситель съемный, становится на минусовую резьбу 14 мм. Мушка регулируемая вверх-вниз. Ключ для ее регулировки находится в прикладе, до него мы дойдем. Ствол, имитация газоотвода, газоотводная трубка, все у нас в металле. Также здесь имеется регулировка газоотвода, но она бутафорская, в 3 положениях. Для красоты, так сказать. Сошки очень массивные у данного привода. Хорошие, металлические. Складываются, могут быть сложены как вперед, так и назад. Все очень просто и легко. Единственный недостаток данных сошек — это то, что в сложном состоянии они очень сильно болтаются, что может немного даже раздражать и мешать при игре с данным приводом. Рекомендую как-нибудь их закрепить. Ну, а в целом встает привод на сошке очень жестко и не двигается. Рукоятка для переноски металлическая. Очень просто при помощи нее поднимать данный привод. Рукоятка данная не фиксируется ни в каком положении. То есть, если она стоит в данном положении, в походном, она перекрывает линию прицеливания. Рекомендуется ее убирать. Ну или скидывать. Она очень просто снимает. Ствол имеет небольшой свободный ход. Находится в месте соединения газоотвода, имитации, и газоотводной трубки. Но люфт не серьезный, не сильный. Итак, дошли до первой интересной части данного привода. На газоотводной трубке располагается блок управления данным приводом, а конкретнее блок управления скорострельностью. Имеется 2 кнопки: быстрее и медленнее. Регулировка скорострельности происходит при зажатом спусковом крючке, то есть когда привод стреляет. Но это мы с вами проверим. Также здесь имеется переключатель под разные номиналы батареи. Положение L ставится при батарее более 11 вольт. Положение M ставится от 9 до 11 вольт. Положение S менее 9. Так как в комплекте идет батарейка на 9,6, стоит в положении M. Также, если вам по каким-то причинам не хочется пользоваться данной регулировкой, либо же она вышла из строя, производитель кладет в комплект вот такой переходничок, который вы можете установить, и привод у вас будет работать в обход данного блока. Он очень просто снимается, буквально в считанные секунды. Поехали дальше. Ствольная коробка и все, что располагается на ней. Начнем с простого. Рукоятка перезаряжания бутафорская, ничем не подпружинена, не фиксируется, просто для красоты. В каком положении вы ее оставите, в таком она и будет. Крышки на шахте подачи патронов подпружинены. Имеет возможность установки боевой ленты, то есть вход с этой стороны и отверстие для выхода ленты с другой стороны.
То есть при желании можно установить сюда ленту с патронами для антуража. Также из данного подавателя выходит проводка, так как батарея располагается у нас в коробе. Целик у данного привода регулируемый как по вертикали, так и по горизонтали. То есть при желании можно очень легко настроить данный привод для стрельбы. Итак, как говорится, сердце машины это двигатель, а сердце привода это гирбокс. Давайте же посмотрим, что там стоит за гирбокс. В данном приводе установлен пулеметный гирбокс М249. Давайте посмотрим на него. Чтобы получить к нему доступ, необходимо нажать клавишу фиксации крышки ствольной коробки. Итак, здесь мы видим проводочку и предохранитель. Гирбокс очень большой, массивный, бы я сказал. Вообще он считается одним из самых прочных гирбоксов в страйкболе. Хоп-ап регулируемый. Для его регулировки необходимо крутить здесь колесико. Он металлический. Для того, чтобы снять ствол, необходимо всего лишь снять один фиксатор, расположенный вот здесь. Для сравнения, здесь у нас стандартный третий гирбокс от фирмы Tsuma, установленный автомат Калашникова CM040. Как вы можете заметить, разница в размерах очень существенная. Идем далее. Закрываем крышечку и выводим проводку. Вообще производитель рекомендует в походном положении складывать проводку внутрь ствольной коробки, дабы ее не повредить. Здесь мы видим разъем Tamiya и специальный разъем для подключения электробункера. Итак, переходим к нашему бункеру электро. Чтобы снять наш короб, необходимо отжать фиксатор. Снимается магазин очень просто. Итак, короб, он же электробункер, полностью выполнен в металле, имеет рукоятку своеобразную для его переноски, что очень удобно на самом деле. Также здесь расположен сам фиксатор, тоже металлический. Это фиксатор магазина на приводе. И клавиша для сброса шаров. Она выполнена немного по-другому, как на обычных приводах. Просто нажимаете ее, и шары на вас вылетают. Снизу имеется переключатель электробункера. Имеет три положения. Выключена, постоянная подача, то есть бункер постоянно подает шары, и автоматическая подача при зажатом спусковом крючке. То есть, когда вы ведете стрельбу, электробункер подает шары. Чтобы открыть его, необходимо повернуть флажок с правой стороны и открыть. Внутри у нас располагается сам механизм подачи и очень много места для шаров. Также имеется отдельный отсек для батареи, который в закрытом положении закрывается еще крышечкой данной, чтобы туда не попадала всякая пыль и грязь. Также производитель позаботился о том, чтобы вы не порвали провода, и сделал небольшое углубление, дабы вывести провод. И крышка при этом закрытая осталась. Давайте же посмотрим, как много места. Здесь у нас стандартная батарейка, которая идет в комплекте на 9,6. Помещается идеально сюда. Даже еще полно места, скажем так. Теперь мы возьмем очень большую и емкостную батарею на 2600 мАч. И даже она чувствует здесь себя очень замечательно. То есть при желании можно положить сюда батарейку очень большой емкости. Ведь данный привод предназначен для того, чтобы стрелять, стрелять и стрелять. Подавлять врага, прижимать к земле. Поэтому рекомендуем запастись батарейками побольше емкости. Также забыл сказать, рядом с переключателем режимов работы бункера располагается разъем прямого доступа, дословно. Что это за разъем, нам так и не удалось найти. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. По вместимости данного электробункера. Сколько же сюда вмещается? Здесь у нас есть пачка шаров 0,25 от компании Jinji.
новенькая. Видите, не открытая. Здесь 4000 штук. Открываем. И давайте же посмотрим, сколько сюда вместится. Как вы можете заметить, пачка шаров сюда легла прям как родная, скажем так. И если вы хотите быть пулеметчиком, готовьтесь кормить свой привод именно в таких объемах. Вмещается сюда, как вы можете заметить, 4000 штук. А в идеале, возможно, я думаю, и 5000 сюда поместится. Но, к сожалению, у нас есть возможность проверить только с данными шарами. И наш электробункер прибавляет еще килограмм. Итак, давайте же установим стандартную батареечку и посмотрим, сколько будет весить наш привод в снаряженном состоянии. Устанавливаем ее сюда. Кстати, хочется отметить, что стандартная батарейка не очень хорошего качества. Не первый раз сталкиваемся с батареями компании N&K. Рекомендуется практически сразу заменить ее. Долго она у вас может не прожить. Закрываем наш электробункер. Устанавливаем наш электробункер назад в привод. Делается это очень просто. Стороной, на которой у вас расположен фиксатор магазина, вы поворачиваете к подавателю. Зацепили с одной стороны и просто до щелчка доворачиваем. Стоит электробункер очень жестко, вообще не двигается. Если учесть, что крепление очень хорошее, то он у вас не отвалит. Подсоединяем сам привод и электробункер. Все, наш привод готов к работе. Давайте же посмотрим, сколько весит наш привод с полным бункером, батарейкой стандартной, с ремнем, то есть в боевом положении. А вес его составляет около 8,5 килограмм. Кстати, хочется отметить, что центр тяжести у данного привода расположен на рукояти. Как вы можете заметить, его никуда не переваливает даже с полным бункером. С обратной стороны на приводе расположен переводчик огня, два положения для введения огня и на предохранителе. Одиночного огня в данном приводе нету. Также здесь имеется окошко гильзовыбрасывателя, через которое вы можете заметить, собственно, сам гирбокс. Она тоже подпружинена. Наконец мы дошли до приклада. Приклад пластиковый. Для тех, кому интересно, как крепить ремень на данный привод, я сделал это следующим образом. В данном случае удобно перекинуть ремень как вниз приклада, так и наверх. Также здесь расположен ключ для регулировки мушки. Также для тех, кто планирует вести долгую стрельбу с данного привода на сошках, имеется ключевой упор, на который можно повесить данный привод и немного облегчить себе жизнь. Складывается, фиксируется в два положения: в сложенном и в разложенном состоянии, соответственно. Также здесь имеется подпружиненное отверстие под пенал. В целом на приводе очень хороший ствол. Кстати, очень легко снимается, я об этом говорил. Решили показать. Отсоединяем все. Открываем крышку ствольной коробки. Здесь имеется фиксатор. Надавив на него и повернув по часовой стрелке, ловим определенный паз и вытаскиваем данный фиксатор и подаем ствол вперед. Все, как вы можете заметить, мы извлекли ствол вместе с внутренним стволиком. Кстати, длина внутреннего стволика 508 мм. А сейчас мы произведем замер начальной скорости вольтошара и проверим регулировку скорострельности нашего привода. На нашем хронографе. Как показал наш хронограф, данный привод 0,25 шарами выдает 120 метров в секунду, что 0,2 шарами 130.
также при нескольких очередях заклинил гирбокс. С чем это связано, до конца не разобрались. Разобрали гирбокс, там болталась голова поршня, контактная группа болталась. Ну, вроде как все замечательно. По регулировке скорострельности на батарейке 11,1 вольта, которую вы видели, данный привод выдает скорострельность в диапазоне от 790 выстрелов в минуту до 1030 выстрелов в минуту. При желании можно настроить любую удобную для вас скорострельность. Итак, в качестве демонстрации зажимаем спусковой крючок и начинаем регулировать. Это не сажается батарейка, это привод. А сейчас мы немного постреляем из нашего привода по нашей мишени. Дистанция 30 метров, 25 шары. Давайте посмотрим. Привод стреляет очень кучно, хочется отметить. Работать с ним при перемещении тоже удобно, имеет очень хороший ход. В принципе, замечательный привод, надо сказать. Но есть свои недостатки, желательно перебрать гирбокс. Кстати, при небольшом навыке можно стрелять из него одиночными. Эти сошки болтаются куда антуражнее, чем на РПК от фирмы ЦУМа, обзор на который мощняки на нашем канале. Я могу так до утра.